Тварина! А сын твой тоже для тебя был букашкой, да? Ну, не такой, конечно. Питательной букашкой. Да черт, вот! Да хватит уже, Ло! Да я ему глотку вскрою, блин! Еще чуть-чуть, блин! И Стоп! я же... Держись, Вальдхар, держись, пожалуйста. Дамы и господа, тот, кто придумал скафандры и фильтрацию времени, тот, кто хотел поработить меня, и тот, благодаря кому я и Вальдхар все еще живы. Встречайте, Тадмавриэль! Ну все, брысь отсюда. Последний выживший во всей временной ветке. При этом скажу честно, мое первое впечатление: он не особо-то и скрывается. Как ты еще живой, зараза? Короче, серия закончилась на непонятном резком плохом самочувствии Вальдхара. Он даже сам не понял, что происходит. Далее появление Тадмавриэля и бам! Продолжение следует. Неужели мы наконец узнаем все и даже больше? Как говорится, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы встретили Тадмавриэля. Да-да-да, некогда великого, а теперь фиг знает какого эльфа. С предыдущего сезона Сердца Вселенной мы знаем. Да, отец умный эльф. Умный, но сошедший с ума. Напомню, из-за некой лихорадки он потерял свою жену. Пообещал сам себе, что найдет способ воскресить ее, начал поиски и... ну, у него ничего не получилось. Далее сила матери, искушение, заражение, запечатывание, распечатывание, наш побег с GDH, и вот оно, спустя невероятно много лет, мы видим его перед собой. Не буду тянуть, серия закончилась на резко плохом самочувствии Вальдхара, появлении отца, и бам, продолжение следует. Что там за продолжение, узнаем через 3, 2, 1. Ну вот, мы наконец-то и встретились, Лолошка. Какого? Тадмавриэль? Какая поразительная проницательность, Лолошка. Слышь ты! Да я тебя сейчас урою, блин! Это черт возьми, Вальдхар! Ло, мать твою, ты что делаешь? Ну ты же знаешь! Он же убил Играсу, блин! Нет, это не совсем так, Вальдхар. Ты же знаешь. Да знаю я, Ло! Но это не важно! Виноват-то во всем этот ублюдок! Я знаю, Валь, знаю. Но сейчас нам нужно подумать о другом. Чё? Да о чем тут думать? Он же последний мразота, черт возьми! Он убил нашего друга, нашего Играсу, своего сына, в конце концов! Играса умер из-за него! О чем тут можно думать, Ло? Да, Вальдхар, я понимаю, что ты зол, это нормально, клянусь. Но подумать надо вот о чем. Играса хотел бы, чтобы мы сделали все, чтобы спасти невинных существ. Так? Так, да. Ну вот, ты знаешь, что мы должны разобраться с этой организацией. И мы уже говорили о том, что Тадмавриэль наш единственный шанс. Да, я знаю, что мы договаривались, но... Ло... Да я просто смотреть на него не могу даже. Это... Да, понимаю. Все, давай, попробуй не смотреть. Иди. Ладно. Ну вы как, закончили? Признаюсь, одиночество сделало меня чрезмерно мягким. Сидишь себе в своем бункере карас за карасом, работаешь в теплицах, читаешь, разрабатываешь свои изобретения, но... все-таки не хватает иногда присутствия живых букашек, вроде вас. Раньше-то я сразу давил таких, как вы. Вы меня раздражали. Вас было слишком много. А теперь... даже как-то забавно за вами наблюдать. Тварина! А сын твой тоже для тебя был букашкой, да? Вальд. Ну, не такой, конечно. Он для меня был питательной букашкой. Да черт, вот! Да хватит уже, Ло! Да я ему глотку вскрою, блин! Я убью эту тварь, я убью его, я убью Успокойся, его! Вальд, он бессмертный, ты плевал забыл? я на это! Я его голыми руками сейчас, тварь-то такая! А я смотрю, ты все такой же неотесанный мужлан, Вальдхар.
От тебя всегда были одни проблемы. Правильно я делал, что запрещал Играселю с тобой общаться. Да плевать ему было! Плевать ему было на твои запреты, ты понял? Так, Вальт, иди, успокойся, пожалуйста. Тадмавриэль, почему ты здесь? Так я ведь сказал уже. Одному в бункере бывает очень скучно. Что? Серьезно? То есть тебе цирковых представлений не хватает? О, в точку. Ладно, плевать, хорошо, допустим. Но вообще, знаешь, нам от тебя тоже кое-чего нужно, а именно информация. Давай так, мы обеспечим тебе возможность поглумиться над букашками, а ты расскажешь нам то, что мы хотим узнать. О, какой неравноценный обмен получается. Впрочем, ладно, от меня не убудет. Вы мне все равно ничего сделать не сможете. А я хотя бы развлекусь. Позвольте пригласить вашу цирковую труппу в мое имение. Что? Как это в имении? Ну, что же тут непонятного? Я переоборудовал свое старое имение, давно ушедшее под землю, в бункер. А ты что думала, ложка, что бункер у меня только один? Тот, который ты оккупировал, да? В моем поместье мы сможем поговорить в более спокойной обстановке. Без скафандров. О, реально? Зная Тадмавриэля, я понимаю, что, скорее всего, у него что-то произошло, и на самом деле я ему нужен. Скорее всего, мы об этом узнаем уже сейчас. Ты серьезно думаешь, что мы на это купимся? Нет, давай лучше у меня в бункере. Ладно, мы последуем за тобой. О, блин, интересно, а где он живет реально? Мы последуем. Вот и отлично. Жду вас там. Магия заражения? Эй, Вальт, ты в Ой, порядке? не надо, Ло, только не надо. Нормально у меня все. Давай быстрее за ним, пока след не потеряли. Консека. Ладно. Консека. Так. О. Какая... О, утка! Я сразу вижу утку. Чё, никто не появляется? О. Ага. Так. О, что? Нифига себе, у него тут зарядок! Обалдеть! Вот это, я понимаю, серьезный уровень. Ну чё, поболтаем? Так, и чё? Ты уверен, что скафандры снимать безопасно? Ну, ты сам говорил. Пока не проверим, не узнаем. Ладно. Если этот урод снова заставит меня ощутить на себе действие времени... Я... ну ладно. Вроде все в порядке, Ло. Так... Ой, хорошо, блин. Ну-ка. Что, 0? А почему у меня, кстати, 100%? Так, давай я, наверное, тоже снимаю. Не знаю, поговорить? Чё, я так понимаю, эта тварюга вонючая где-то поджидает нас, да? Ну... Да, наверное. Пойдем. Офигеть. Так, я могу поставить? Ну, у меня почему-то 100%, ладно. Кожа. Кожа, кроличья шкурка. В смысле... О, господи. Трон? Эй, да ладно, заходите, заходите. Садитесь. Нифига, блин, он себе... Обалдеть, то есть у тебя еще и с магией все в порядке? Серьезно? Ну давай, расскажи нам, чего ты можешь. Итак, мои букашечки, что же вы узнать-то хотели? Мы бы хотели узнать, как тебя совесть не замучила, а? Как ты каждый день продолжаешь жить, зная, что твой сын... Вальдхар, пожалуйста, я тебя очень прошу. Ради Играсы. Да ладно. Спасибо. Так вот, Тадмавриэль. О, офигеть, я могу задать вопросы. Я так понимаю, он реально ответит, да? Спросить, что случилось с Археем и отцом. Спросить про организацию. Спросить о церкви и его последователях. Наверное, первые два интересно. Третье, ну, так себе. Спросить, что случилось с Археем и отцом. Вот типа отцом не в плане Тадмавриэлем, а его величеством, если так можно сказать. Реально, что произошло? Мы хотели бы узнать, что произошло в Архее после того, как мы с Джоном ушли. Ты-то вот до сих пор живой, но ни воплощенных, ни скин-то в Архее уже много веков как нет. Это интересная история.
и я с удовольствием вам ее поведаю. Подожди, реально поведает? То есть он как Лая не будет тянуть? Офигеть! Как бы я не был гениален, все-таки в одном месте я просчитался. Мать. Я не смог предугадать, что она все еще будет в состоянии помочь вам. Если же говорить точнее, я не предусмотрел, что она будет готова использовать свою последнюю каплю света, чтобы помочь удрать вам. После того, как я потерял сытную подпитку в виде моего наивного Эгроселя, я планировал использовать вас, но она оставила меня без источника силы. Мне оставалось только одно — питаться от своих же собственных питомцев. Таким образом, они начали заметно ослабевать. И Саиса! букашки вроде вас начали постепенно развоплощать себе подобных. Они начали лишать своих собратьев отцовского благословения. Глупцы! В итоге они все давным-давно мертвы. А могли бы жить целую вечность. Вечность в царстве отцовом. О, блин, все старые персонажи. Ой. Да, и такое бывает, получается. Беренгарий! Блин, нам сейчас всех покажут. Но да, они, получается, уже все мертвы. Да, как тебе самому известно, я не мог дотянуться до них, пока они прятались в сонном измерении твоего брата. Или же... Кто он там тебе? Прикольно. Вот как оно все было-то. Сколько? Как? Так, получается, кто-то еще был живой, несмотря на то, что зараженный. Чем больше становилось развоплощенных, тем меньше у меня оставалось питомцев, которых я мог бы использовать как источник силы. В какой-то момент они обнаглели настолько, что начали основывать поселение вне сонного измерения. Развоплощенные распространялись как чума. Да, я сильно ослаб, но я был все так же бессмертен. Ага. О. Любой другой на моем месте сломался бы, принял бы решение умереть. Но нет, только не я! Тогда-то я и решил уйти в бега и дождаться момента, когда сменится несколько поколений, чтобы никто из архейсов не смог меня узнать даже по рассказам. И не захотел узнать. Нужно было дождаться поколения, которое почти не будет вспоминать об отце. Вам может показаться, что это очень много карасов. Но для меня это время пролетело как 2 капли. Да, я понимал, что мне придется вновь учиться жить так, как я жил раньше, до воплощения. И я был готов к этому. Мне всегда хорошо удавалось использовать свой интеллект, чтобы подмять под себя букашек вроде вас. Достаточно быстро я понял одну очень важную вещь об архейцах. Умнее они не стали. Как только большой страшный враг, то есть отец, исчез, они расслабились. Исследования Скинта велись очень вяло. И тогда я понял. Вот же она! Вот она, моя золотая жила! Я основал компанию по добыче Скинта, которая скоро превратилась в огромную корпорацию.
А, то есть это ты создал, нифига себе! Скинт превратился в товар с абсолютной ликвидностью, то есть, по сути, в деньги. Я добывал деньги и торговал деньгами. Вы можете представить себе более успешный бизнес, а? На протяжении веков я был самым влиятельным, самым богатым существом в Архее. Стой! То есть погоди, это из-за тебя в Архее больше нет Скинта? Еще раз, из-за тебя были все эти межрасовые войны в попытках заполучить Скинт? Ты мне льстишь, Лолошка. Войны были не из-за меня, а из-за жадности тех, кто эти войны начинал. Архейцы сами с радостью проливали кровь соседа по малейшему поводу. Они отвергли мое благо, вечная жизнь без войн и страданий, и продолжили терять свои короткие бессмысленные жизни в борьбе за какие-то стекляшки. Ну да, это мы уже слышали. Сохранить всем жизнь путем порабощения. Благодаря их глупости и алчности, я еще несколько веков жил, наслаждаясь своими запасами богатства. А, и вот оно, это то самое место. Твой трон. Но, как вам известно, никакие богатства не бывают неисчерпаемыми. Поэтому я понял, что снова настало время для игр. И тогда я основал компанию Уткер. О! Это ты! Постепенно я стал убеждать всех в том, что нужно обязательно построить себе бункер, на всякий случай. Что бункеры компании Уткер приспособлены для защиты от всех возможных бедствий. А после, стоило всего лишь пустить слух о том, что некая катастрофа неминуемо надвигается на Архей. Конечно же, я получил с этого неплохую прибыль. Но нет, Лолошка. Главной моей целью было даже не это. На тот момент мне нужно было построить для себя самого несколько бункеров, не вызвав ни у кого подозрений. Ибо я знал, что эта ветка скоро может быть стерта. Да, я сделал вид, что хочу нажиться на доверчивых архейцах, в то время как сам готовился к настоящей катастрофе. Это трешатина какая-то. Получается, ты тысячелетиями жил в Архее и ни на секунду не перестал быть конченным ублюдком. О, я помню, что ты мне говорил про Играсу, что все это ради него и так далее. Но я реально еле держусь сейчас. И еще чуть-чуть, блин. И Стоп! я же... Держись, Вальдхар, держись, пожалуйста. Да. Так, ребята. Принцесса. Это что? Это где? Лая? Что ты здесь делаешь? Реально, что? Да нет же, это вы что здесь делаете? Вы что, Тадмавриэля пошли искать без меня? Ну, не совсем, нет. Мы не рассчитывали найти его. Мы всего лишь пытались найти какие-то зацепки и... Стоп! А как ты нас нашла? Повесила маячок на Вальдхара, чтобы знать, если он куда-то далеко будет из своего гаража выходить. Я не очень поняла, сколько времени его не было, но решила на всякий случай проверить, все ли в порядке. Чё за... слышь, принцесса, тебе, конечно, много позволено, но не настолько, что маячок. О, Вальдхар, все такой же неудачник. Да я тебе сейчас, Вальд, блин... да черт, ну, успокойся, успокойся. Ну да ладно. Лаэтанна, добро пожаловать в мой бункер. Хотя тебя никто не приглашал. Что? Ты знаешь, как меня зовут? Ну конечно. Как можно не знать, как зовут человека, которому поручено тебя убить? Но я состояла в целой поисковой группе. Не то чтобы прямо мне нужно Ой, было... Лаэтанна, не стесняйся. Все свои. Откуда он все это знает, я не понимаю? Объясни, блин! Ну давай. Садись, раз уж пришла. Я смотрю, ты тут себе нескромный такой бункер отгрохал. И что? Ты теперь собираешься тут сидеть целую вечность один, да? Ну нет, сидеть я здесь не собираюсь. Это временная мера. Я знаю, что организации доступны самые мощные передовые технологии и субстанции. Лая... Ладно. У меня, Лаэтанна, есть основания предполагать, что у них
есть нечто, способное убить даже меня. Даже самое бессмертное существо во вселенной. И да, я понимаю, что мне нужно каким-то образом скрываться от них. Поэтому сначала я попытался сходить в другие ветки, найти себе новое пристанище. Стоп, что? В другие ветки? Хотя бы не Но начинай. это же... Да, это да, же... да, но в каждой из существующих живых веток уже есть свой Тадмавриэль. Такой же могущественный и непреклонный, как я. То есть просто убить кого-то из них и заменить собой я бы точно не смог. К тому же встречи с самим собой из других веток всегда приводили... к очень неприятным для меня последствиям. Тадмавриэль, слушай, я могу задать вопрос? Задавай. А в других ветках ты чем-то ведь все равно отличался от себя здешнего, правда? Нет, вообще ничем. Хотя нет. Одежда иногда была другая, да. Но в остальном это буквально были мои клоны. Хорошо. А про какие неприятные последствия ты говоришь? У тебя что, вот тело как-то деформировалось, да? Ну да, наверное, можно и так сформулировать. Оно совсем немного деформировалось и сразу же восстанавливалось. Довольно неприятное ощущение, должен сказать. Но главная проблема это то, что я вступал в битву сам с собой, чтобы прикончить другого себя и занять его место. Но никто из нас не мог победить. Мы настолько идентичны и силы наши настолько равны, что пытаться победить просто бессмысленно. Поэтому-то я и понял, мне придется вернуться и придумывать, как жить в своей собственной ветке. Вот только... мне здесь совершенно не нравится. С тех пор, как исчезли все букашки, мне больше не с кем играть. Какой смысл быть самым могущественным существом, если ты единственное существо в этой ветке? Даже то, что пала завеса, не дало мне никаких преимуществ. Все миры банально пустые. Поэтому, дорогие гости, я хочу и хотел сделать вам предложение. Предложение о сотрудничестве. Я думаю, оно станет для нас взаимовыгодным. Так. Чё, реально? О сотрудничестве? Да мы с таким моральным уродом, как ты, да никогда Начинается... Вальдхар, успокойся! Мы же уже говорили об этом. Да. Ну так... что? Офигеть. Блин, это никак не отвечает на вопрос, а... как ты узнал? Вот реально, как ты узнал о том, что ветка будет стерта? А самое главное, что это за сотрудничество такое? Тебя что, развлекать надо? Отказаться, попросить время подумать, согласиться. А подожди, а спросить, типа, что за сотрудничество мы не можем, да? Ну тогда попросить время. Знаешь, Тадмавриэль, я думаю, нам нужно время, чтобы рассмотреть твое предложение. Мы можем встретиться через какое-то время? О, ну конечно. Могу дать вам время. Я приду в твой бункер через Карас. Я просто охреневаю. Охреневаю с того, что ты все еще пользуешься этой убогой системой. О, А я вот поражен тем, что ты до сих пор так и не научился элементарным манерам, Вальдхар. Да ты... тварь-то такая, блин. Ладно, тогда до встречи, Тадмавриэль. Да, до встречи. Ага. Вау, это и есть основатель компании Уткар. Ну а блин, а реально, а кто же еще мог быть? На самом деле, теперь если так подумать и посмотреть назад, это же как будто, черт возьми, так очевидно было. Ну ладно, не прям чтобы очевидно, но офигеть. А я вот никогда бы не подумал, что ты и был основателем. Да, типа построил бункер, окей, но так, чтобы основать целую компанию? Ого! И получается, он выкопал весь Скинт. Вся его жизнь построена на мании величия. Он бесконечно находит себе новую цель, чтобы просто поиграться с букашками. Но опять же, это я прям цитирую. Просто жесть. В этом весь Тадмавриэль. Классика. Наверное, я могу здесь порыскать, что-нибудь попытаться найти. О, стоп. Туман смотрящего, вселенная. Вот тебе и нашли. Плотно закупоренная стеклянная бутылка. Содержит отголосок сущности, называемый смотрящим. Так, давай-ка, наверное, знаете, что сделаем? Не знаю, скажет он мне что-то или нет, но я все-таки взломаю вот это. Так. Давай. Последнее. Ну же.
Отлично. О, сюда. Отмычка. Экстренный аккумулятор. Мембрана фантомы, не знаю, насколько крутая штука, но давай возьмем. Здесь у нас сердце моря, осколок призмарина. Это все не надо. Дайте... О, канистра с бензином, замечательно. Дайте мне, пожалуйста, побольше аккумуляторов. А бункерная обшивка, тоже хорошо. Это... не прочитать. Герметик. Ну, я бы, наверное, взял все это, да. Ну и все остальное также продолжаем забирать. Ух ты. Фига себе. Короче, наверное, самое главное, что нужно понять, Тадмавриэль явно знает куда больше. Намного больше. Он рассказал мне такую офигеть какую крутую информацию и даже глазом не повел. То есть для него эта информация была явно какой-то пустышкой. Откуда ты знаешь про организацию? Откуда ты знаешь, что линия будет стерта? Я думаю, как-то в будущем. И вот самое главное, что за сотрудничество? Так, тут у нас это не надо. Это явно неинтересно. Давай вот это взломаем. Сюда 16 аккумуляторов. Ой, я самый богатый, да. Я надеюсь, что здесь сейчас не будет уток. Я на полном серьезе надеюсь. Хотя нет, подожди, я же видел одну. Вот она. Это что, подожди, утка Тадмавриэль, что ли? Или подожди, это утка Эграса. Сейчас, ну-ка. Утка-эльф. Похоже на Эграсу, но ладно, просто эльф. Здесь у него какие-то ультра-дорогие штуковины, киноварь, апатит. Ё-моё. Так, блин, ну я, наверное, не знаю, могу ли я потом сюда вернуться? У меня просто места нет, вообще просто по нулям. Ребят. Так, сейчас, подождите. Может быть, еще уточка? Какая-нибудь там королевская тадмавриэльская уточка, нет? Уверен, что можно еще что-то найти. Вот прям на миллиарды процентов уверен. Сейчас внимательно смотрим во все углы, ребят. Это не утка. Так, здесь у нас не утка. Здесь мы нашли туман смотрящего, следовательно, можно попробовать найти... Вот! Вот я нашел! Люциус! Офигеть! Утка-джентльмен. Не-не-не-не-не, это не просто джентльмен. Это утка Люциус. Посмотрите на нее внимательно. А теперь посмотрите на Люциуса. Такие отсылочки мне прям нравятся. Здесь, ну, наверное, больше ничего, кроме еды, мы не можем взять. Поэтому... Чё, одеваемся, да, наверное? Текс. Забираем и... с кем бы поговорить-то? Давай, Вальдхар. Чё? Так, ну что, ты готов? Да, я готов. Жду вас в гараже. Угу. О, точно, у нас же появилось новое заклинание. Я не помню, как оно там называется, что-то на R. Сейчас, наверное, как раз узнаем. Вспомним. Блин, ну почему ты вслух не сказал? Ну скажи вслух. Блин. Искра. Ой. Черт. Так. Тут, ё-моё, откуда у тебя алкоголь? Слушай, я думаю, ему нужно немного успокоиться. Сейчас мы ничего нормально обсудить не сможем. Да, я согласен с тобой, Лая. Я сейчас уговорю его лечь спать, а ты... иди в мое измерение, да? Угу, хорошо. Позовешь, когда можно будет что-то адекватно обсудить. Окей, договорились. О, ой. Странная телепортация. Да, и уговаривать не пришлось. Ну и прекрасно. Пойду, наверное, сам тоже отдохну. Не знаю, правда, смогу ли заснуть. Одна мысль не дает мне покоя. Я был в параллельной реальности, и в этой реальности был Джон. Совершенно другая версия меня самого. А Тадмавриэль в разных ветках одинаковый. Что же такое эта временная ветка? Почему их так много внутри одной реальности? И для чего они существуют, если между нами нет никаких принципиальных отличий? Рано, конечно, судить, какие-то отличия наверняка все-таки есть. Но если Тадмавриэль везде один и тот же, то как минимум это не такие отличия, как между параллельными реальностями. И если в параллельной реальности, откуда пришел Вальдхар, тоже произошел конец времени, значит ли это, что в моей и его реальностях одинаковое количество веток, и каждая из веток моей реальности является той же веткой в параллельной реальности?
Так, ладно, это очень тяжело на самом деле для понимания, но в то же время очень прикольно, что все это не забывается. И каждая из веток моей реальности является той же веткой в параллельной реальности. А, так погоди, но это то же самое, что я говорил, помните? Типа, вот, есть две реальности, и, допустим, в этой реальности вторая ветка, и в этой реальности вторая ветка. И если в моей стирается одна, то в другой параллельной реальности, так как время одно, стирается тоже та же самая временная ветка. Получается, где-то в других ветках этой реальности все персонажи, то есть даже Лолошка, абсолютно одинаковые. А вот в параллельной реальности там уже может пойти совершенно другая жизнь у персонажа. Если что, опять же, тысячный раз повторяюсь, это мои догадки. Не нужно на этих догадках строить теории. Но в целом, пока что вы видите, моя догадка даже подтверждается. Блин, интересно встретить реально Лолошку из другой ветки. Вот типа из другой реальности мы уже поняли, это Джон. А вот из другой ветки, как интересно, блин. Кто ты там такой? Вполне возможно, я буду просто носить другую одежду. То есть, например, не вот такую одежду, а, например, из сезона «Последняя реальность». Вот эта весенняя курточка. Короче, не могу не обратить внимание на то, что у меня тут как бы уточки появились. А если у меня появились уточки, то надо бы поставить бам, бабам. Проверяем. Так, утка эльф. Честь X, пиво X. Не понял. Так, ладно. Утка-джентльмен. Владеет контрольным пакетом акций утиных бизнесов. Ну да, это реально, вот он на Люциуса смахивает. Капец как смахивает. Далее, туман смотрящего вселенная. Звучит прикольно. Так, что скажешь? Холодный взор смотрящего устремлен в бесконечность. Так, кстати, знаете, что мне нужно сделать? Мне, наверное, нужно снять скафандр, прямо сейчас его быстренько зарядить и пойти полечиться. Ой, какая у меня жопа. Я вот про вот это. Так, плохо все с искрой. Всякое ненужное пока что убираем. Ой, блин, 16 экстренных аккумуляторов. Я в таком кайфе. Мне прям реально это нравится. Так, самое главное, консервы не тратить. О, господи. Привет. А я сначала думаю, какого черта? Я уже и забыл про тебя. Привет. Слайма-ложка. Так, ну, взаимодействовать никак не могу. Слушай, ладно, я, наверное, лучше оставлю тебя. И теперь, когда более-менее чистый инвентарь, погнали обратно. Хочу сейчас проверить, как много процентов заряда уходит, если ты идешь и вообще ни на что не отвлекаешься. Вот прям ни на что. 4,5%. Так мало? Фига, у меня получается 3-й уровень, так-то, ну, хороший. Вальдхар, получается, все еще спит. Мы не можем его никак... мы не можем даже положить его, беднягу. Это пипец. Ладно. На этом, я думаю, стоит постепенно заканчивать. Моя искра в полной заднице. У Вальдхара наверняка тоже все не так радужно. Но, Тадмавриэль, что думаем? Если он мне хотя бы расскажет, в чем его планы и в чем там его сотрудничество заключается, ну, наверное, даже согласимся. Как минимум, это не отвязка от времени. Посмотрим, что будет дальше. Не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки. Не забывайте про подписки. Невероятно надеюсь, что вы не забываете нас поддерживать. Это правда важно для меня и команды. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка, и Вальдхар, и Тадмавриэль, и огромная история про Архей, про то, что он основал компанию Уткар. Офигеть! Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока.